без грунтовки. То есть мы сейчас межслойную грунтовку не делаем. Одним маяком у нас служит вот этот наш уголок, вторым маяком будет служить желтизна, бывает иногда даже через краску пробивает. Поэтому вот. И все, потом просто шлифуется, убирается пыль, грунтуется. Вот этот именно в два слоя защитный слой краски. Химический состав разный, чтобы не произошло отторжение. Материалы на одной основе. Между ними разделительный слой не обязательно делать. Так вот, перед тем, как наносить полимерную шпаклевку на гипсовую, все это нужно. Всем привет! В комментариях просили показать меня, как я шпаклюю откосы, оконные, дверные под покраску. Значит, в других видео я вам уже объяснял за данный объект. Здесь все шпаклевалось гипсовой шпаклевкой, в том числе и уголки, вот эти алюминиевые перфорированные, оцинкованные, ставились тоже на гипсовую шпаклевку, потому что были слоя большие, и чтобы вот в этих местах шпаклевка не давала усадку, применяли гипсовую шпаклевку. Она меньше, чем полимерная, дает усадку, точнее практически ее вообще не дает. Первым слоем протянуто, то есть установлен уголок и протянуто вот так по плоскости уголка, как по маяку, то есть заложена вот эта вот яма, неровность, которая образовалась из-за толщины уголка. То есть когда мы ставим уголок, вот здесь образуется ямочка из-за толщины самого уголка. Ну или когда мы пытаемся уголком выровнять какую-то плоскость. И эту яму нам нужно было заложить. Дальше под покраску я уже буду шпаклевать полимерной шпаклевкой. Так вот, перед тем, как наносить полимерную шпаклевку на гипсовую, все это нужно зачистить, во-первых, весь откос хотя бы шпателем. Но если вы более-менее, если вы ровно отшпаклевали, то достаточно просто шпателем сбить сопли. Если не умеете шпаклевать, тогда берете наждачку, сотку. Все это шлифовальным бруском вышлифовываете плоскость, только потом начинаете уже финишными, суперфинишными шпаклевками работать. И к чему это все говорю? К тому, что между гипсовой шпаклевкой и шпаклевкой на полимерной основе нужно создать пленку, то есть нужно загрунтовать обязательно. Если бы мы использовали, накладывали, то есть гипсовую шпаклевку на гипсовую, это не обязательно было делать. То есть материалы на одной основе, между ними разделительный слой не обязательно делать. Но так как у нас материалы на разной основе, то есть одна гипсовая, вторая полимерная, поэтому нужно сделать разделительный слой во избежание отслоения. Химический состав разный, чтобы не произошло отторжение, желательно их разделить грунтовкой. Загрунтовали, дали высохнуть и уже начинаем шпаклевать. Шпаклевка это вот Dana-Gips, шитрок от компании Dana-Gips. И под покраску еще 2 раза я буду шпаклевать. Сейчас буду наносить первый слой, когда высохнет второй. Сейчас первый слой я буду наносить вот в этом направлении, то есть выравнивать вот это примыкание от рамы вот в таком направлении. То есть вот эту линию буду делать ровную. Когда она высохнет, я уже протяну вот в таком направлении. Тоже как по маякам. То есть одним маяком у нас служит вот этот наш уголок, вторым маяком будет служить вот эта поверхность, которую мы сейчас выровняем. И таким образом, как будто по 2 маякам мы стянем, и откос будет ровный. И немаловажный момент при работе с полимерными шпаклевками. Вот у меня ведро, я никогда не беру из целого открытого ведра. То есть если я понимаю, что я не выработаю это ведро сегодня, поэтому я открыл ведро, размешал там шпаклевку, просто миксером ее размешал. И сколько мне надо, перекладываю в отдельное ведерко немножко шпаклевки и с него работаю. То есть в общее ведро в целое не лажу, если я знаю, что я его не выработаю. Иначе потом, когда у вас будет там останется пол ведра, все будет на сухарях, шпаклевочка высыхает, вы постоянно со шпателя сбрасываете эти сухари туда, и потом будете мучиться, когда будете шпаклевать. Поэтому чуть-чуть взяли, сколько надо, выработали. Ведро это постоянно закрыто. Ну а как это выглядит технически, под музычку сейчас посмотрите.
Вот такой результат у нас получается. Света хватает или нет. Не забывайте все сухарики, которые остаются, сразу убирать по-свежему. Потом будет гораздо хуже. Блин, сейчас камера сфокусируется. Вот, то есть я имею в виду вот эти вещи, сейчас шпателем все убирайте. Не оставляйте их высыхать. Потом меньше чистить будет. Вот сейчас лампочку подставил. Блин, не хочет фокусироваться. Ну вот, вроде немножко блестит. Ну, в общем, уже хорошо. А еще одним разом протянуть будет еще лучше. Ну, по сравнению, допустим, вот, да, здесь были слоя большие, гипсовая шпаклевка, вот еще подкладывать нужно. А вот откос. Вот что получает полимерная шпаклевка. Очень хорошо готовить под покраску поверхности. Намного фракций у нее мельче, мелкозернистая, микро-микро. Ложится очень хорошо, и под покраску лучше все-таки полимеры. Следующий процесс такой же, только мы уже единственное без грунтовки, то есть мы сейчас межслойную грунтовку не делаем. Если, конечно, вы плохо зашпаклевали и вам пришлось зашлифовать все это, то есть запылить, тогда либо вы берете влажную губку, убираете эту пыль, либо берете грунтовку, еще раз грунтуете. Но материал на одной основе, на одном основании, допустим, не обязательно грунтовать. Вот я, например, не буду. Я, то есть, приду в следующий раз без грунтовки, еще один слой нанесу, только уже вот в таком направлении, сравняю вот эту яму. И все, потом просто шлифуется, убирается пыль, грунтуется акриловой грунтовкой. Грунтую я вот такой грунтовкой, вот ведро под нее, Knauf Tiefengrunt. Она беленькая, в отличие, допустим, ST17, церезит некоторые грунтуют, она желтая, и потом эта желтизна бывает иногда даже через краску пробивает. Поэтому вот Knauf Tiefen грунтуем и красим уже беленькой краской. Краски тоже, допустим, я работаю тремя основными. Это Тикурила, Дюфа и Делюкс. Все. Ну, какие-то, может быть, другие краски, но очень редко я их использовал, когда клиент сам покупает. А так, в основном, вот эти три фирмы, хорошие краски, не бойтесь, будет покрашено все качественно и хорошо. И укрывисто, то есть за два слоя вы этими красками укроете беленький откос легко. Ну, конечно, не красить черную какую-нибудь штукатурку, а вот так, такие белые откосы на два раза покрасили, нанесли вот этот именно в два слоя защитный слой краски. И все, спокойно потом можете тряпочкой протирать и помыть где-то, не бояться, что краску испортите, сотрете. Упустил такой момент, многие спрашивают, какой наждачкой шлифовать. Если вы вручную шлифуете от 150 до 240, вполне достаточно. Смотря насколько большая будет шагрень, то есть на валике, которым вы будете красить. Чем мельче шагрень будет, то есть шубка совсем маленькая будет, то, соответственно, нужно мельче наждачку использовать. 240, но это уже слишком круто. Средняя вот 180. 180 затрете и, в принципе, перекрывается любой шагренью. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Скоро увидимся.